Маленькая жизнь с путевкой в большое будущее. 2014, 2015, 2016. Как только последний самолет с членами команды приземлился в аэропорту Тамбо, мы и наши многочисленные чемоданы погрузились в автобус, который вез нас навстречу еще одной африканской истории. Вот уже в третий раз гостеприимно распахнула для нас свои двери миссия Адулам в провинции Мпумаланга. В первый раз мы были туристами, во второй – гостями, а сейчас мы почувствовали, что вернулись домой. Уже не удивляют левосторонние движения, 40-градусная жара и тропические ливни, а широкие улыбки и горячие объятия только подтверждают то, что нас здесь ждут. Ведь лагерь – это самое яркое событие в их недалекой детской жизни. По сути, лагерь и есть та самая маленькая жизнь, так сильно отличающаяся от остальных дней в году. А мы – небольшая команда христиан из Белоруссии, Эстонии, России и Америки. Приехали в Южную Африку именно с такой целью – изменить их маленькую жизнь. И поэтому сюда, в миссию Адулам, собралось, съехалось, сбежалось множество черных ребятишек, предвкушая сюрпризы, которые для них приготовили. Команда и впрямь постаралась наполнить каждый день яркими событиями: играми, песнями, богослужениями, подарками, сладостями и полноценным питанием. Но выше всего мы ставили отношения и деятельную любовь. Нашими руками ежедневно совершается множество дел, но здесь, на краю земли, мы чаще всего использовали их для объятий. Дети с глазами полными печали и боли протягивают к нам свои руки в надежде получить хоть крупицу тепла. И вот ты обнимаешь одного, второго, третьего, целую толпу детей, и их глаза озаряются светом и искренней благодарностью. В мире настоящих сокровищ. А наш лагерь назывался именно так – «Поиск сокровищ». Участников проводили самый настоящий пират Пит и добрый доктор Ватсон. Здесь каждый ребенок мог найти для себя любимое занятие. Помимо духовных истин, мы старались преподать и жизненные навыки, которым детей научить некому. В один из самых жарких январских дней состоялся чемпионат по футболу, вызвавший бурю эмоций как у игроков, так и у болельщиков, и закончившийся активными водными процедурами. Вода в Африке – величайшая ценность. Бог благословил миссию Адулам. На их территории стоит государственная водонапорная башня, поэтому водой можно пользоваться в любых количествах и совершенно бесплатно. Но для детей из тауншипов ливень – это настоящий праздник. Мы бежим в поисках укрытия от дождя и невольно замечаем трогательные картины. Дети плавают в луже, умываются водой из нее и громко смеются. Они живут в стране, омываемой 2 океанами, и никогда их не видели, но они счастливы, радуются этому дождю, этой луже. А вечер талантов открыл невероятные творческие способности. Дети, подростки и молодежь сочиняли песни на ходу. А что до низких южных голосов местных поварих, то, зарождаясь на кухне или вокруг лагерного костра, они постепенно заполняли собой все вокруг, еще больше погружая нас в душу Южной Африки. Дети из Северного Петербурга пожертвовали сверстникам на далеком юге деньги специально на покупку одежды, и наша маленькая жизнь погрузилась в пучину приятных хлопот. Как удивительно было наблюдать за маленькими покупателями, которые с трудом верили, что могут купить себе обувь, платьица, шорты, футболки, рюкзаки, школьную форму и даже такую роскошь, как нижнее белье. А их частый вопрос: «Мэм, а это можно? А это недорого?» разрывал сердце, и слезы горести и радости одновременно
готовы были вырваться наружу. В этом году получилось осуществить и то, к чему мы шли с самого начала. В каждом из отрядов появились местные помощники. В первый раз мы показывали, как надо делать, во второй обучали, а в третий применяли полученные знания на практике. Ребята так старательно подходили к своим обязанностям, что мы даже удивлялись, как это раньше мы обходились без них. Проект обозначился еще одним важным событием. Большинство детей в лагере были из тауншипов, огромных убогих поселений с крошечными домиками из фанеры, картона, жести. Раньше мы только проезжали мимо на машине, с опаской выглядывая из окон. Сейчас же Африка приоткрыла нам дверь в свое самое сердце. Вместе с детьми из лагеря мы ходили по улицам, пели песни, угощали их сладостями и фруктами и знакомились с их родителями. А они приглашали нас в свои хижины, и слезы катились из глаз при виде душной, темной комнатушки из жести 3 на 3, в которой живет семья из 6 человек. Именно это событие помогло поставить недостающие кусочки пазла в портрет среднестатистического участника нашего лагеря. Сироты, чьи родители умерли от СПИДа, или были убиты, либо социальные сироты с папой-алкоголиком и мамой-проституткой. Многие безграмотны, плохо одеты, понятия не имеют об элементарной гигиене, пережившие насилие девочки 6-8 лет, прибывшие в миссию из публичных домов. Большинство этих детей не понаслышке знает, что такое голод. Они всегда хотели есть, сколько бы их ни кормили. Язычники, почитающие шаманов и поклоняющиеся мертвым. Вот она, какая их суровая реальность. По крайней мере, на 9 дней мы попытались изменить ситуацию, досыта накормить голодных, одеть тех, кто привык к лохмотьям, привить любовь к чистоте и порядку, обнять и вернуть детство тем, кому рано пришлось повзрослеть. Но самое главное – рассказать о Божьей любви и о том, как Он меняет жизни навсегда. А те, кто не был занят в лагере, приводили в порядок постройки и территорию миссии. Чистили, мыли, подметали, убирали и ремонтировали. Работы достаточно, не хватает рук, поэтому полезным и нужным был каждый. Невозможно обойти вниманием и многочисленные радости в нашей маленькой лагерной жизни, одной из которых стала самая настоящая свадьба миссионеров из Беларуси – Кости и Оли. Вначале они дарили детям радость, трудясь с раннего утра до позднего вечера наравне со всеми. А великолепным финалом стала веселая африканская свадьба. По зулусской традиции жених должен платить за невесту выкуп – лаболу, которая измеряется коровами. Чем больше достоинств у невесты, тем больше коров. Слава Богу, молодежь одной из минских церквей, предвосхищая события, собрала деньги специально на покупку овец, которые и были торжественно переданы директору миссии Яппи во время свадебной церемонии. После окончания лагеря нам удалось побывать в известной миссии Квасизабанту. Здесь мы смотрели, как трудятся среди зулусов наши коллеги, и отдыхали душой, а также любовались местными красотами и встречали рассвет на берегу Индийского океана. Закончился лагерь, но не закончились добрые дела, которые Господь творил нашими руками. Когда видишь вокруг нужду, на глаза наворачиваются слезы, и смягчается сердце, до которого в такие моменты дотрагивается Бог. А вместе с сердцами открываются и кошельки, ведь блажение давать, нежели получать. Так, в результате визита в соседний тауншип местная церковь получила новую крышу, а другая – деньги на достройку своего здания. Девочка Рокси – оплату за обучение в колледже. Нищий с улицы Дурбана – полный пакет продуктов, а молодая попрошайка по имени Джейд – не просто ночевку в приюте, а новую одежду и деньги на еду. 17 белых друзей.
и шанс начать новую жизнь. У нас, христиан, всегда есть выбор – идти на миссию, посылать других или игнорировать повеление Христа. Многие из вас следили за нами на протяжении всего нашего пребывания в ЮАР на волнах семейного радио. Нам помогали ваши пожертвования, а конец веревки, на которой мы спустились в этот колодец, держали ваши молитвы. Поэтому слава Богу за Его охрану и спасибо вам за вашу поддержку. Вы стали реальными сотрудниками нашей миссии. Вы стали посылающими. А проект «До края земли» не завершился. Миссия Адулам вместе со своими обитателями теперь в наших молитвах. И мы уехали, будучи уверены в том, что начавший в них доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.